Всем привет, меня зовут Диана, в Инстаграм вы знаете меня как Behead Handmade, а это мой канал на YouTube о вязании крючком и спицами. Мой новый видеоурок о том, как связать квадратную корзинку из трикотажной пряжи крючком. У меня на канале есть урок, вот по этой ссылке можете пройти и посмотреть, где я также вязала квадратную корзинку, но с деревянным дном. Эта модель полностью связана из трикотажной пряжи. Вы научитесь вязать квадратное дно, узнаете, как сделать так, чтобы углы у вас были четкими. Научитесь вязать вот такие симпатичные ручки и, конечно, соединять ряды бесшовным способом. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Вы очень поможете моему каналу в развитии, а меня вдохновите на новые интересные мастер-классы. Давайте приступим к вязанию. Для ее вязания нам будет нужна трикотажная пряжа. Я буду вязать из трикотажной пряжи Moon. У меня цвет капучино. Такую пряжу можно приобрести на Wildberries. Это пряжа лицевой нарезки. Сейчас я вам покажу, чем отличается лицевая нарезка от изнаночной. Посмотрите, у пряжи лицевой нарезки лицевая сторона снаружи. Вот здесь с изнанки изнанка. И такая пряжа практически не тянется. Вот видите? Это у меня моточек изнаночной трикотажной пряжи. Здесь видно, что изнанка снаружи, а внутри лицо. И такая пряжа достаточно эластичная. Это пряжа стандартной толщины 7-8 мм. Также стандартной ширины считается пряжа 7-9 мм. Я буду вязать крючком 7 мм. Также мне нужны будут ножницы и игла для трикотажной пряжи, чтобы спрятать кончики. Я свой моточек заправлю в моталку для того, чтобы нить при вязании у меня не перекручивалась. Вязать с такой моталкой намного удобней. Ссылку, где ее можно будет приобрести, я оставлю в описании к этому видео. Дно корзинки — это у нас с вами квадрат. Мы его будем вязать вот по этой схеме. Всю корзинку будем вязать узором галочки в раскол и соединять бесшовным способом с помощью хвостика. Поэтому сейчас нам с вами нужно будет определить, какой длины хвостик нужно оставлять. Нам нужно будет определить, сколько пряжи нам будет нужно на соединение одного ряда. Давайте сделаем кольцо амигуруми и провяжем в него 5 петель, 5 столбиков без накида. Я провязала первую петлю. Теперь начинаю считать: 1, 2, 3, 4, 5. Провязала 5 столбиков. Теперь колечко затяну. Сейчас я просто определяю, сколько мне нужно будет, какое количество пряжи мне нужно будет на один ряд. Теперь пятую петельку я распускаю вот таким образом. Остаются у меня 2 петельки. Я снова ввожу в них крючок и заканчиваю вязание этого 5-го столбика уже хвостиком. Но сначала нам нужно вот здесь сделать метку. Просто вот здесь я сделаю вот такую вот метку. Итак, надеваю крючок, то есть на хвостике я сделала метку. Надеваю на крючок снова петельки, 2 петельки, и уже заканчиваю вязание 5-го столбика хвостиком. Эту петельку подтяну. Сейчас я уже буду показывать, как я буду делать соединение на протяжении вязания всей корзинки. Захожу крючком в первую провязанную петлю. Здесь у нас была петля подъема. Вот эту петельку мы с вами провязали. Захожу в нее крючком с изнанки наружу, захватываю хвостик и вытягиваю его на изнанку.
Теперь также с изнанки наружу захожу в петлю, последнюю, которую провязала, под перемычку, вот под эту. И крючок у меня выходит в середине последней косички. Снова я захватила хвостик и вытягиваю его наизнанку. Все ниточки подтягиваю, и рабочую, и хвостик. И у меня получилось вот такое соединение. Теперь на хвостике я снова делаю метку и его распускаю. Вот у меня первая метка, вот вторая. Сейчас я измерю вот этот вот отрезок. У меня получается примерно 5 сантиметров. То есть 5 сантиметров нам нужно для того, чтобы соединить один ряд. Теперь нужно прикинуть примерно, какое количество рядов вы будете вязать на дно корзинки и на ее стенке. Можно взять корзинку, которую вы уже вязали из трикотажной пряжи, и посчитать примерное количество рядов. У меня есть вот такая корзинка, которую я вязала тоже галочками. И я могу посчитать, сколько рядов я вязала здесь на дно. 1, 2, 3, 4, 5. То есть вот 5 рядов у меня получается корзинка диаметром примерно 12 сантиметров. Если я сейчас буду вязать, это 5 рядов у меня 12 сантиметров. Если измерить один ряд, он получается примерно 1,5 сантиметра. Сейчас я буду вязать квадратную корзинку. Пусть у нее дно будет 15 сантиметров. Но я примерно добавлю еще 3 ряда. Здесь, значит, я вязала 5 рядов. На квадратную корзинку я свяжу 8 рядов. И в высоту здесь я вязала 6 рядов. Сейчас также провяжу 8. Итак, у меня получается 8 рядов я буду вязать на дно и 8 рядов на стенке. Всего 16 рядов. 16 умножаем на 5, 80 сантиметров. Но я все-таки оставлю немножечко с запасом. Вдруг я потом захочу сделать корзинку побольше. Поэтому я на хвостик отмерю 1 метр. Пусть будет небольшой запас. Вот так. 1 метр отмерили. Хвостик у нас будет лежать пока свободно. Мы с вами начинаем вязать квадрат с помощью рабочей нити. Итак, вот у меня хвостик, вот здесь рабочая нить. Делаю кольцо амигуруми. Посмотрите на схему. В середине у нас, в середине квадрата кольцо амигуруми. Мы квадрат будем вязать от центра. Сделали кольцо амигуруми. Заводим крючок вот сюда, в колечко на руке. Захватываем рабочую нить, вытягиваем. Снова захватываем рабочую нить и провязываем. Теперь в это кольцо в общей сложности мы с вами должны будем провязать 8 столбиков без накида. Но 8-м столбиком у нас будет служить соединение, поэтому мы с вами сейчас провяжем 7. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Провязали. Теперь тянем за хвостик и затягиваем. Чтобы понять, правильное ли количество столбиков вы провязали, нужно посчитать вот эти вот горизонтальные косички. Сейчас у вас их должно быть 7. Тянем хвостик и затягиваем колечко. Теперь 7-ю петлю распускаем. Снова вводим крючок в 2 петельки. Теперь захватываем хвостик
И протягиваем его через эти 2 петли на крючке. Полностью его вытягиваем. Дальше поворачиваем вязание к себе изнанкой. Заходим крючком с изнанки на лицо под первую провязанную петельку, под основание первой провязанной петли. Захватываем хвостик и снова его полностью вытягиваем наизнанку. Дальше идем в последнюю провязанную петлю под перемычку и в середину косички. Снова захватываем хвостик и вытягиваем его наизнанку. Постепенно хвостик будет истончаться, потому что это трикотажная пряжа. Это нормально. Теперь подтягиваем все ниточки. И хвостик, и рабочую нить. Можете себя проверить и посчитать косички вот эти вот. У вас их должно получиться 8. Дальше мы с вами начинаем вязать второй ряд. Хвостик откладываем. Он у нас будет лежать с правой стороны. С левой стороны у нас с вами рабочая нить. Ищем петельку, из которой тянется хвостик. Вот здесь. И с этой петли мы с вами будем вязать. Вязать будем галочками, как я уже сказала, галочки в раскол. И для того, чтобы вязать этот узор, крючок нужно вводить не под основание петель, а вот здесь, между 2 петель, в серединку, между ними, раскалываем галочку, и с изнанки крючок также выходит посередине галочки под перемычкой. В этом ряду мы с вами будем уже делать прибавки. И прибавки будем делать таким образом. Одну петлю будем провязывать одиночной, в следующую петельку будем провязывать 3 столбика без накида. Такую будем делать прибавку, которая у нас будет образовывать впоследствии углы. Итак, находим мы петельку, из которой тянется хвостик. И вот сюда мы вставляем крючок. Здесь у нас как таковой галочки нет. Но если вы вот так вот положите хвостик, она образуется. Итак, вставили крючок, захватили рабочую нить и вытянули петельку. Дальше в следующую петлю мы с вами провяжем 3 столбика без накида. Для того, чтобы у нас образовывались углы, мы будем провязывать таким образом. Первый столбик делаем обычной высоты. Второй столбик провязываем сюда же. Вытянем чуть подлиннее. И третий столбик снова провязываем сюда. Опять обычной высоты. Вот так. Дальше провязываем 1 столбик без накида. Дальше снова будем провязывать 3. Еще одно такое правило, когда вы провязываете столбики, для того, чтобы у вас рабочая нить ложилась на галочке лицевой стороной, вот эту вот рабочую нитку на пальчик кладите изнанкой. Вот так. Итак, мы захватываем, провязываем первую петлю, захватываем, провязываем вторую чуть подлиннее, захватываем, провязываем третью обычной высоты. Дальше у нас снова одиночный столбик без накида. В следующую петельку снова провязываем 3 столбика без накида. Один обычный, второй чуть длиннее,
третий снова обычной высоты. Дальше в следующую петельку мы провязываем. Проверяйте, да, чтобы у нас петельки раскалывались правильно. Сюда провязываем 1 столбик без накида. И в следующую петельку провяжем 3. Один обычный, второй подлиннее и третий, последний столбик мы с вами начинаем провязывать рабочей нитью. Вытягиваем рабочую нить, а завершаем хвостиком. Берем хвостик и провязываем хвостиком. Хвостик полностью вытягиваем. Здесь рабочую нить подтянем. Теперь делаем соединение. Заводим крючок под первую провязанную петлю с изнанки на лицо, захватываем хвостик. Его тоже лучше захватить так, чтобы он лег у нас лицевой стороной. Протягиваем полностью наизнанку. Теперь заходим в последнюю петельку, вот сюда, под перемычку. И в середину косички снова захватываем хвостик и вытягиваем его наизнанку. Аккуратно все петельки подтянем. Вот такой небольшой квадратик у нас с вами уже получился. В этом ряду у вас получается 16 столбиков без накида, 16 вот этих вот косичек. Вот видите, у меня здесь получилось отверстие. Его лучше затягивать посильнее в самом начале, потому что когда мы начинаем вязать второй ряд, вот эти петли начинают растягивать вот этот круг. Итак, все последующие ряды мы будем вязать таким образом. Вот у нас петельки, здесь прибавки, по 3 петли мы с вами провязывали в углы. Каждый раз, каждый ряд вот в эту вот как бы верхнюю петельку, вот у нас 1, 2, 3, верхнюю петельку, которую мы с вами вытягивали, делали самую длинную, вот в эту петельку мы будем провязывать по 3 столбика без накида. И в каждом ряду между прибавками у нас будет прибавляться по 2 столбика без накида. Вот здесь у нас был 1. Сейчас мы с вами начнем вязать второй ряд. Здесь уже между прибавками на стенках у нас будет по 3 столбика без накида. В следующем ряду 5, в следующем 7 и так далее. Но каждый ряд мы будем провязывать на углах по 3 столбика без накида. И вот этот вот серединный столбик будем вытягивать чуть длиннее остальных двух, которые по краям от него будут располагаться. Начинаем вязать второй ряд. Хвостик откладываем вправо, вяжем рабочей нитью. Находим опять петельку, где у нас тянется хвостик. И вот с этой галочки, вот отсюда, под хвостиком, то есть крючок у нас должен выйти вот здесь, мы с вами начинаем вязать. Заводим сюда крючок, захватываем рабочую нить, вытягиваем и провязываем петельку. Дальше смотрим. Здесь у нас мы должны сейчас будем с вами провязать 2 одиночных столбика без накида. Вот сюда и вот сюда. Это у нас вершинка прибавки из предыдущего ряда. Вот эта петелька. И сюда мы будем уже провязывать прибавку в этом ряду. То есть 3 столбика без накида будем провязывать вот сюда. Итак, вяжем одиночный столбик без накида. Дальше в следующую петлю снова одиночный столбик без накида. И подошли к вершинке. Сюда мы провязываем 3 столбика без накида. Первый обычной высоты. Сюда же второй чуть длиннее. И сюда же третий обычной высоты. Теперь провязываем
1 столбик без накида. В следующую петельку снова 1 столбик без накида. Дальше смотрим, у нас начинается прибавка из предыдущего ряда, и в первую петлю прибавки мы провязываем 1 столбик без накида. Подошли к вершинке. Вот у нас петелька вершинки. Провязываем вершинку 1 обычный столбик без накида, как бы вот на эту сторону его поворачиваем, видите, вот сюда. Теперь подлиннее столбик, он будет формировать уголок. И теперь как бы поворачиваем уже вот на эту сторону, провязываем обычный столбик без накида. Дальше идут у нас опять одиночные столбики. Так, давайте перевернем нитку. 1, второй одиночный столбик. Дальше подошли к прибавке, в первую ее петельку провязываем одиночный столбик. И теперь делаем 3 столбика без накида. Первый обычный, второй чуть длиннее и третий снова обычный. Дальше у нас идет одиночный столбик без накида. В следующую петельку снова одиночный. Прибавка из предыдущего ряда. В первую ее петельку мы провязываем одиночный столбик без накида. Вот так. Теперь у нас вершинка. Сюда мы провязываем 3 столбика без накида. 1 обычный и как бы тянем его вот сюда, поворачиваем на эту сторону. Дальше 1 подлиннее. И последний столбик сюда провязываем, начинаем его провязывать рабочей нитью. Теперь ее откладываем, берем хвостик и завершаем этот столбик последний хвостиком. Рабочую нить подтянем, делаем соединение, заводим крючок в первую провязанную петлю под основание, вытягиваем полностью хвостик наизнанку. Теперь заходим крючком в последнюю провязанную петельку под перемычку и в середину косички выходим. Снова захватываем хвостик и протягиваем наизнанку, полностью вытягивая его из этой петельки. Теперь все ниточки аккуратно подтягиваем. Вот что у вас получается во втором ряду. Здесь вы можете посмотреть, что между угловыми петельками у нас уже получилось по 5 столбиков без накида, по 5 одиночных столбиков без накида. Вот у нас уголок, вот уголок, 1, 2, 3, 4, 5. Между ними с каждой стороны по 5 одиночных столбиков без накида. Теперь мы переходим уже к вязанию третьего ряда. Ищем петельку, вот она у нас, и сюда вставляем крючок. Захватили рабочую нить, провязали первую петлю. Дальше начинаем вязать одиночные столбики без накида до уголка, вот до этого места. Здесь у нас получится провязать 1, 2, 3, 4 столбика без накида. И потом вершинку будем снова делать прибавку. Так, провязываем. Один, два, 3, 4. Провязали. Здесь у нас уголок, в него провязываем 3 столбика без накида. Первый обычный, короткий, второй
чуть длиннее его вытягиваем и как бы его тянем наискосок, чтобы он у нас прям уголком был. И третий снова обычный и поворачиваем его уже вот сюда, на эту сторону. Теперь вяжем до следующего уголка одиночные столбики. Здесь пятый, это уже мы зашли на прибавку из предыдущего ряда, пятый провязали. И теперь у нас уголок. В него провязываем 3 столбика без накида. Первый обычный, второй чуть длиннее и третий снова обычный, и повернули уже мы вот на эту сторону. Когда вяжете, прям старайтесь формировать ровные стороны квадрата и четкие углы. Так, провязали. Дальше вяжем до следующего уголка одиночные столбики. Так, дошли до уголка и сюда провязываем 3 столбика без накида. Один короткий, поворачиваем его вот на эту сторону, стараемся. Второй подлиннее. И третий снова обычный столбик. И поворачиваем его уже сюда. Снова одиночные столбики до следующего угла. Здесь у нас с вами уголок. Начинаем в него провязывать 3 петельки. Одна, вторая подлиннее. Со мной сидела Марго и убежала. Вам не показалась она в этом мастер-классе, не захотела. Провязали 1, 2 и третий провязываем. Начинаем мы его провязывать рабочей нитью, а заканчиваем провязывать хвостиком. Вот так. И делаем обычные соединения. Старайтесь это соединение делать так, чтобы оно не было расхлябанным, потому что потом вот здесь может образоваться такой как бы бугор, как будто покажется, что петелек лишнего. Итак, чтобы себя проверить, посчитайте петельки, которые у нас между углами. Здесь уже в этом ряду на сторонах должно быть по 7 одиночных столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И здесь у нас уже уголок. Переходим к вязанию 5-го ряда. Все то же самое. Вот в эту петельку, которая у нас под хвостиком, заводим крючок и первую петлю вытягиваем. Дальше начинаем провязывать одиночные столбики до угла. Здесь уже, после того, как мы провяжем с вами 5-й ряд, здесь будет у нас между углами по 9 одиночных столбиков без накида. Вот у меня уголок, я в него провязываю 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. Иду дальше и вяжу одиночные столбики до следующего угла.
Провязала, вижу уголок и провязываю сюда 3 столбика без накида. Провязала и иду дальше. Провязываю одиночные столбики до следующего уголка. Старайтесь дно вязать потуже, покрепче, чтобы оно хорошо держало форму. Вообще корзинки я вяжу обычно крючком 7 миллиметров, потому что хочется, чтобы они форму держали хорошо. Так, дошла до угла и провязываю сюда 3 столбика без накида. Провязала, иду дальше, провязываю одиночные столбики. И уголок. 1, 2, 3 начинаю рабочей нитью, заканчиваю хвостиком. И закрываю этот ряд. Итак, мы с вами провязали сейчас 5 рядов. Давайте самостоятельно провяжите еще столько рядов, сколько вам необходимо на вашу корзинку. Я провяжу еще 3 ряда. Я думаю, что здесь вам уже все должно быть понятно. Алгоритм, то есть мы провязываем одиночные столбики. С каждым рядом их количество увеличивается на 2. Сейчас у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 столбиков между углами. В следующем ряду будет 11, затем 13, 15 и так далее. В углы делаем вот в эти вот петельки, делаем прибавки, да, в самые-самые уголки делаем прибавки. И потом мы с вами встретимся после того, как провяжем все нужные ряды. Я скажу, что будем делать дальше. Итак, я провязала еще 3 ряда, всего 8 рядов у меня получилось на дне. Посмотрите, какой у нас весь неровный квадрат, да, волнами. Не пугайтесь, мы обязательно проведем для него влажно-тепловую обработку, ВТО, и все у нас выровняется. Но перед этим я все-таки хочу закрыть вот это отверстие. Оно мне очень не нравится. Мне нужен будет небольшой кусочек пряжи. Я его достану из середины мотка. Просто я этим кусочком затяну отверстие и ниточки спрячу, кончики. Возьму иглу, ниточку потяну, пусть она у меня будет потоньше. И вот под эти вот петельки пропущу сейчас пряжу. С изнанки, да, я это делаю. Вокруг отверстия пропущу пряжу сквозь петельки. И попробую сейчас его затянуть, это отверстие, с помощью вот этой пряжи. До конца, возможно, не получится, но хотя бы я его сведу к минимуму. Когда тянете трикотажную пряжу, тяните очень аккуратно, потому что она все равно может порваться. Вот так. Теперь эти кончики я заправлю под разные петельки в разных направлениях, чтобы у меня все было крепко и никуда
опять у меня отверстие это не появилось, да, никуда у меня, чтобы они не убежали. Стараюсь тоже все аккуратно сделать, чтобы у нас изнаночная сторона тоже была красивая. Итак, в общем, сейчас я запрячу эти хвостики в разные стороны. И мы с вами будем продолжать дальше. Все, я спрятала кончики. Так, мне нравится намного больше. Отверстие у нас уменьшилось. И теперь очень важным моментом является ВТО, влажно-тепловая обработка. Наше дно, наш квадратик мы должны с вами отпарить утюгом. Сверху кладем какую-либо ткань и утюгом с паром на максимальной температуре отпариваем с обеих сторон. Отпариваем, придаем нужную форму руками, прям уголки тянем. Здесь выравниваем наши стороны квадрата. И затем, когда все у вас, посмотрите, что квадратик ровный, кладете под пресс до полного высыхания. После того, как квадрат высохнет, мы с вами будем продолжать, уже будем вязать стенки корзинки. Давайте проведем для нее ВТО. И вот что у меня получилось. После того, как я провела ВТО, отпарила свой квадрат, я его положила под пресс, всю ночь он у меня высыхал. И вот такая красота теперь у меня получилась. Как сделать ВТО для частей изделий из трикотажной пряжи, я показываю вот в этом видео. Пройдите по ссылке и, пожалуйста, посмотрите. Теперь мы можем с вами переходить к вязанию стенок. В процессе вязания стенок, пожалуйста, тоже старайтесь вот этот вот квадрат минимально каким-то образом сгибать, деформировать, пусть он у вас будет ровненький. И для того, чтобы стенки у нас были перпендикулярны дну, да, чтобы они у нас вот так вот ровненько начали формироваться, мы первый ряд стенок будем вязать за перемычку позади косичек, позади оснований петель. То есть крючок будем вводить вот сюда, под перемычки, вот таким вот образом. И будем провязывать просто столбики без накида. Вводим крючок под перемычку. Можно помогать себе руками, потому что иногда сложно толстым крючком попасть под эту перемычку. Захватили рабочую нить и провязали первую петельку. И перед тем, как вязать стенки, я рекомендую вам посмотреть вот это вот мое видео, ссылочку я оставлю вот здесь, о том, как вязать ровные галочки, такие, чтобы они у нас не косили в левую сторону. Итак, начинаю провязывать столбики без накида в каждую перемычку позади каждой петельки. Сейчас мы с вами провяжем до угла, до первого угла. И я вам покажу уже, как мы будем формировать углы на протяжении вязания стенок, так, чтобы у нас эти углы были четко очерчены. Когда вяжете стенки, немножечко поправляйте их вот так руками, чтобы они у нас были перпендикулярны дну. Вяжу, стараюсь дно не деформировать. Вот видите, когда мы вяжем за перемычку, у нас получается вот такой вот красивый переход от дна к стенкам. Здесь остается косичка, и стеночки прям перпендикулярно получаются дну.
И вот я дохожу до уголка, и мне кажется, что более гармонично будет формировать уголок на стенках из первых 2 петель прибавки, которая была у нас на дне. Поэтому мы, получается, довязываем здесь до прибавки. И теперь делаем таким образом. Вводим крючок в первую петельку, захватываем рабочую нить, вытягиваем, пока не провязываем, оставляем вот так. Дальше заводим крючок под вторую перемычку, снова захватываем рабочую нить, вытягиваем. У нас 3 петли на крючке. Теперь первую петлю снимаем, держим ее, захватываем рабочую нить и провязываем эти 2 петли на крючке. Теперь возвращаем последнюю петельку и провязываем теперь уже эти 2 петли. И вот на этом месте у нас с вами будет формироваться уголок. Он будет стоять вот из этих 2 петель. Вот видите, вот эта петелька у нас уже повернулась вот на эту сторону. В этом месте у нас будет уголок с вами. И вяжем дальше столбики без накида до следующего уголка. Там я снова вам покажу, как его формировать. Все достаточно просто, но повторим. И вот я дошла до следующего уголка. Снова здесь у меня начинается прибавка на дне. И с первой и со второй петлей прибавки я буду сейчас работать. Ввожу крючок под первую перемычку, захватываю рабочую нить, вытягиваю, захожу под вторую перемычку, захватываю рабочую нить, вытягиваю, первую петельку снимаю, захватываю рабочую нить, провязываю первые 2 петли на крючке, надеваю, смотрите, каким образом надеваю, так же, как сняла я эту петлю. Надеваю на крючок и провязываю эти 2 петельки. И дальше вяжу по кругу до конца ряда. Давайте самостоятельно сейчас вы провяжете до конца, сделав вот на этих 2 уголках то же самое, что мы с вами делали на этих 2, да, сформируйте уголки, и здесь мы с вами встретимся, будем ряд соединять. И вот я дошла уже до конца, провязала весь первый ряд, стеночки поправляю. И здесь у нас будет формироваться уголок, и тут же у нас с вами соединение. Поэтому здесь вяжем таким образом. Вот у нас вот эти вот 2 петельки мы с вами используем для формирования уголка. Вот эти 2 последние перемычки. Заводим крючок, захватываем рабочую нить, вытягиваем. Снова заводим крючок, захватываем рабочую нить, вытягиваем. И провязывать эти петельки мы уже с вами будем с помощью хвостика. Провязываем эту, спускаем петельку с крючка, держим ее. Эти 2 провязываем хвостиком. Теперь надеваем эту петельку, подтянем ее. Она у нас вон там рабочая нить от нее отходит. И снова провязываем хвостиком и полностью его вытягиваем из этих 2 петель. Провязали. И теперь делаем соединение, как мы его делали на протяжении вязания всего дна. Заводим крючок под первую провязанную петлю, захватываем хвостик, стараемся, чтобы у нас хвостик тоже лег лицевой стороной. Вытягиваем полностью. Видите, уже хвостик у нас истончился. С трикотажной пряжей так происходит, к сожалению. Теперь здесь в последнюю провязанную петлю заходим крючком под перемычку. Перемычка — это у нас вот тянется рабочая нить. И в середину косички захватили хвостик и вытянули его наизнанку. И здесь аккуратно
подтягиваем все петельки. Все ниточки тянем. И рабочую нить, она у нас подтянет вот эту вот галочку, видите? Сильно тоже не затягивайте, чтобы галочки были воздушные. И подтягиваем хвостик, чтобы у нас все косички тоже были одного размера. Вот так. Теперь переходим к вязанию второго ряда. Здесь все просто, точно так же, как мы вязали с вами на дне. И теперь смотрите, у нас с вами получилось так, что хвостик выходит из петельки, вот из этой, с помощью которой мы формировали уголок. Если мы сейчас с вами вот сюда, как мы до этого вязали, введем крючок и сделаем первую петельку, то потом мы с вами не сможем сформировать уголок в этом ряду. Поэтому здесь мы в этом ряду поступим таким образом. Мы передвинем первую петельку влево на одну. То есть сейчас мы должны были с вами вводить крючок. Вот у нас выходит хвостик. Вот в эту галочку, а мы с вами начнем вязать вот с этой вот галочки. Вводим в нее крючок, захватываем рабочую нить и провязываем первую петельку. Вот так. И здесь уголок у нас с вами остается свободный. Его мы потом будем формировать, когда дойдем до сюда. И теперь вяжем второй ряд галочками в раскол, вводя крючок в галочку. Здесь у нас тоже она выходит из галочки. И вяжем до угла. Там снова будем его формировать. Вот я подошла к уголку. Вот они, эти две петельки, которые формируют угол. Можно проверить себя. Вот в этом месте мы их делали. И начинаю формировать уголок. Ввожу крючок в первую галочку. Захватываю рабочую нить, вытягиваю. Сразу же захожу во вторую галочку. Захватываю рабочую нить, вытягиваю. Снимаю ее с крючка, эту петельку первую, захватила рабочую нить, провязала эти две петли, снова надеваю на крючок петельку и ее провязываю. И вот она у нас уже, эта петля остается на этой стороне, эта петелька поворачивается уже на эту сторону. И вяжу дальше просто столбики без накида в раскол до следующего угла. Там то же самое все сделаю, но вы это сделаете самостоятельно. Давайте сейчас провяжите весь второй ряд, и здесь мы с вами снова встретимся, будем его соединять. На углах формируем уголки, да? Вот я довязываю второй ряд, посмотрите на эти уголки, какие они у нас уже ярко выраженные, красивые получаются. Вот я дохожу до конца, у меня осталось сформировать уголок. И я это делаю с помощью рабочей нити. Ввожу крючок в первую петельку, вытягиваю рабочую нить, сразу иду во вторую, вытягиваю рабочую нить, а завершаю вязание. Беру хвостик, эту петельку снимаю, провязываю первые две петли, надеваю, ее немножечко подтяну там рабочей нитью и провязываю ее. Хвостик вытягиваю. И соединяю ряд. Дальше начинаем вязать третий ряд. Снова смотрим, вот у нас петельки, которые образуют угол. Сюда мы не будем отсюда начинать вязание. Начинаем вот со следующей петельки. Захватываем рабочую нить и провязываем первую петлю. И дальше вяжем
столбики без накида. И я думаю, что вам уже теперь все понятно, как начинать ряд, как его заканчивать, как формировать углы. Видео вы посмотрели, как вязать ровные галочки. И давайте сейчас самостоятельно провяжите, пожалуйста, на ту высоту корзинки, которая вам необходима. Я изначально говорила вам, что провяжу 8 рядов, но, видимо, немножко не рассчитала. Провяжу столько, чтобы мне хватило пряжи, учитывая, что еще 2 ряда у меня пойдут на ручки. Давайте сейчас провяжем все необходимые нам ряды и встретимся, будем уже вязать ручки. Итак, я провязала 6 рядов. Возможно, я все-таки смогу уложиться в один моточек с 8 рядами, которые я задумала. Посмотрим. И сейчас уже в 7 ряду я буду формировать ручки. Вот здесь у меня заканчивается ряд, ручки буду формировать с этой и с этой стороны. Сейчас провяжу вот этот ряд и здесь уже покажу вам, как мы будем это делать. Я уже провязала этот ряд, сформировала первую ручку, провязала следующий ряд и сейчас вам покажу, как я эту ручку формировала. Здесь у нас получается от уголка до уголка 16 столбиков. Я 5 столбиков провязываю, в середине ручки оставляю 6 столбиков и дальше снова 5 столбиков провязываю. Здесь, где я оставила 6 столбиков, мы будем формировать ручку. Первая петля у меня провязанная, я провязываю еще 4, чтобы получилось 5. И теперь я хочу, чтобы у меня ручка была маленькая. Я наберу 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Здесь, напомню, мы пропускаем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вот в этот столбик провязываем столбик без накида. Провязали, вот у нас получается такая небольшая ручка получится. Теперь я довяжу сейчас здесь до конца и соединю ряд. Соединила и вяжу дальше. У нас остался последний ряд провязать по ручкам. Мы сейчас ручки будем обвязывать. И еще у нас останется ряд, когда мы обвяжем верхний край корзинки. И вот я первую ручку обвязала. Провязала отсюда, обвязала первую ручку, провязала эту сторону. И сейчас вам покажу, как эту ручку я обвязывала. Вот у меня ручка, петельки воздушные. Вот эту петлю я провязываю. И теперь просто начинаю обвязывать ручку, то есть ввожу крючок под ручку, захватываю рабочую нить, вытягиваю и провязываю столбик без накида. И таким образом обвязываю всю ручку. Примерно 6-7 столбиков здесь у меня получится. 3, 4, 5, 6. Можно вот оставить 6 столбиков. Уже вполне приличная, красивая ручка. И вяжу дальше до соединения. Довязываю последний ряд, формирую уголок. И смотрите,
какой у меня остался хвостик. Совсем чуть-чуть его осталось. Мне сейчас соединить этот ряд не хватит. Это произошло потому, что помимо того, что я соединяла им ряды, мне еще пришлось провязывать им уголки, поэтому мне не хватило. Сейчас я его наращу. Вот такой вот кусочек мне будет достаточно. Как это сделать, я показываю вот в этом видео. Пожалуйста, пройдите и посмотрите, вам пригодится. Вот так вот аккуратно я нарастила себе еще немножечко хвостик. И сейчас буду провязывать уголок. Уже последний уголок. Теперь беру хвостик и провязываю им оставшиеся петельки. И соединяю ряд. Все, и теперь нам осталось только обвязать верхний край корзинки соединительными столбиками. Для этого мы будем вводить крючок уже не в галочке, а под основание петель. Вот таким вот образом. Вводим крючок под петельку, из которой у нас выходит хвостик. Вот он у нас тянется. Захватываем нить, вытягиваем на лицо. Идем сразу в следующую, под следующее основание петли. Захватываем рабочую нить и тут же провязываем через петлю на крючке. Вот так. Мы с вами провязали соединительный столбик. Идем в следующую, провязываем, следующую, провязываем. И таким образом мы с вами должны обвязать весь верхний край корзинки. Этот край старайтесь не затягивать. Когда будете обвязывать ручки, здесь все то же самое. Просто вот тут вот проходитесь этим швом соединительными столбиками. Давайте сейчас провяжем этот последний ряд соединительными столбиками. На углах уже мы просто проходим. Здесь уже уголки мы никак не формируем в этом ряду. И потом с вами встретимся. Уже закончим вязание и спрячем кончики. Все, я обвязала полностью весь верхний край корзинки. И сейчас буду уже заканчивать вязание. Вот на этом месте я остановилась, провязала последнюю петельку. Вот она у меня. Теперь могу уже нить обрезать. Эту петлю полностью вытягиваю. Теперь крючком захожу вот под эту петельку. Вот таким вот образом. Сейчас попробую вот этим крючком, он поострее. Нужно зайти под обе дужки вот этой петли. Вот так. Теперь захватываю рабочую нить, протягиваю. Поправлю, чтобы у меня ниточка ложилась лицевой стороной. И теперь я должна завершить вот эту вот косичку вот таким образом. Нитка у меня должна попасть вот сюда, в середину вот этой вот косички. Я с изнанки захожу крючком так, чтобы он у меня вот здесь вот вышел, в этом месте, в середине косички. Теперь снова захвачу рабочую нить и протяну на изнанку. Все поправлю, все ниточки, чтобы здесь все было аккуратно и красиво. Все, и теперь эти кончики с помощью иглы для трикотажной пряжи я спрячу на изнанке. Просто в разных направлениях. Как мы с вами, помните, заправляли вот здесь вот хвостики.
Точно так же на изнанке спрячу кончики. Первый и второй. Теперь то же самое сделаю со вторым хвостиком. Вот и все. Наша корзинка готова. Конечно, она еще вся кривенькая, потому что мы для нее не проводили ВТО, влажно-тепловую обработку. И следующим этапом как раз у вас будет влажно-тепловая обработка. Вы должны полностью всю корзинку отпарить с обеих сторон. Все руками поправить так, как вам нужно. Формируем вот таким образом углы. Стеночки тоже ровно. Можно что-то даже после того, как отпарите, все поправите, книжки составьте в корзинку. И в таком виде она у вас должна будет высохнуть, чтобы придать ей правильную квадратную форму. В начале видео я вам показываю эту корзинку уже после ВТО. Пожалуйста, перемотайте и посмотрите, сравните изделия до ВТО и после ВТО. И давайте сейчас измерим, какой же величины получилась у меня корзинка. Да, кстати, забыла сказать, что я все-таки уложилась в один моточек. У меня остался совсем-совсем небольшой клубочек. Напомню, что я на дно вязала 8 рядов. И здесь в общей сложности на стенках у меня тоже получилось 8 рядов. 6 рядов я связала до ручек. И потом еще 2 ряда ушла на ручки, и 1 ряд мы обвязывали с вами верхний край. Итак, дно у меня получилось, вот видите, оно снова все у нас неровное, обязательно нужно еще раз все отпарить. Дно получилось 18 сантиметров. Высота стенок 9 сантиметров. Вот такая замечательная корзиночка у нас получилась. И на этом мой мастер-класс по квадратной корзинке с ручками и из трикотажной пряжи окончен. Уверена, что у вас тоже все отлично получилось. Отмечайте свои работы по моим мастер-классам хэштегом by_behet. Я обязательно покажу их в своих сторис Instagram. Спасибо, что вяжете вместе со мной. Всем пока-пока.